Я тут поковырялся. Да я не знаю. Это моя первая палатка, в которой я так прожил. Вчера был мороз, вода даже замерзла в котелке у меня. Но я вообще кайфанул конкретно в этой палатке. Это палатка модуль. Здесь вот есть такая молния, к ней можно прикупить, как он называется, тамбур, по-моему, к ней, да, я вот могу ошибаться, конечно. Вот. Специально не стал ее там подготавливать для обзора. Сейчас откроем, когда я вас позову внутрь, и посмотрим, как я там прожил 2 суток. Очень круто прожил, очень, вообще класс. Вообще, вот в избе, там топишь очень жарко. Перестаешь, то есть нету такого экономного. Ну, есть, конечно, где у кого-то избы, ну, видел я такие, но это новые, они тут на доступных местах, ну, неважно, не в суть, не про то я сейчас. Ну, я бы хуже по комфорту провел бы время. Потом, у меня есть теплый пол, ну, он идет не с палаткой, его надо отдельно заказывать. Раскладушка тоже отдельно, по-моему, 6 тысяч раскладушка стоит, но она стоит того. Печь, камин, знаете, такая с экранами, блин, как же классно с ней. Как же классно. Я уже хочу в мороз поночевать. Вот очень круто было бы в мороз. Так, ладно. Палатку я сделал на оттяжке. На оттяжке я сделал для того, вот смотрите. Сейчас покажу наглядно. Оттяжки, они вот так вот увеличивают объем палатки. То есть, если ты уменьшишь, ну, уберешь оттяжку, с оттяжками где-то буквально на 20% увеличивается объем. Ну, это как бы важно. Это важно по удобству. Даже сидишь головой там, чтобы не упираться. Вот. Палатка под печку. Палатка универсальная. УП-2 мини. Вот так вот труба. Знаете, единственное, что я сам сплоховал. Я заказал, когда печь, да, с трубой. Труба, она без, как она называется, пламегасителя или, ну, грибок этот, короче, которая, в общем, с нее летит вот сажа. Смотрите, сейчас я покажу. Вон внизу все в саже, видите? И вот здесь. Вот такая вот противная сажа. Вот она, очень маркая. Я боюсь, что палатка у меня запачкается. И летят сверху искры. Но пока что я прожогов не вижу, потому что палатка была мокрая, то в дожде, то в снегу. Ну, таком мелком. Но я думаю, что есть прожоги. Палатка зонтичного типа, очень крутая. Оттяжки, колышки. Смотрите, я сделал колышки, вот так вот растянул. Не теплый пол сам, а палатку. Ко мне даже муравьи ночью пришли, потому что так круто в палатке. Так, смотрите. Открываем. Я ничего не убирался, не смотрите. Просто прожил здесь, встал и пошел на завтрак. Пошел на завтрак, как в отеле, блин. Добро пожаловать. Вот так вот у меня расположена печь-камин. Это материал, который он как бы термостойкий. Не знаю, как он называется. Здесь у меня дрова были сложены. Мне буквально вот столько дров, вот столько, ну чуть больше, хватило на ночь. Под печку сделан вот такой вот отражатель на липучках. Ну и сверху все убирается, все на качественной гарнитуре. 2 окна. Вот, смотрите. Вот окно, я так и спал. Кстати, да, я не закрывался. Можно судить, функциональные они или нет, но посмотрите, как я их использую. Вот. Вот. То есть батарейки, всякие там, поводки у меня рыболовные лежат, все такое. Про печь. Печь-камин. Вот так вот запотевшая, не запотевшая, всегда в копоти стекло, но когда она разгорается, копоть уходит. Вот такой вот крутой от берега совочек. Здесь открывается вентиляция для притока воздуха. Так вот и спал с открытым окном. Вот здесь у меня раскладушка, здесь мои всякие вещи. Вот так вот стоит ящик рыболовный, ну, зимний. И на нем как бы стол сделан. Вот. Но я вам скажу, вес палатки, я не помню какой. Вообще, технические характеристики, вы же не для этого смотрите, друзья, обзоры палаток, правильно? Либо обзоры вещей, которые вас интересуют. Технические характеристики я оставлю в описании, кому интересно, почитайте, потому что это нудная информация, она важная, но нудная. Вот. И на сайте производителя тоже ссылочка в описании будет. Компания Берег. В этой сумке у нас теплый пол. Теплый пол. Сначала мы кидаем теплый пол. Но даже не сначала мы кидаем теплый пол. Феофан супер обзорщик, да? Вот. Сначала мы убираем все, чтобы не мешало. Но сразу скажу, теплый пол он снивелирует все эти неровности и так далее.
Вот смотрите, от фирмы Берег теплый пол для палатки УП-2 мини. Если покупаете палатку и хотите использовать, как вот я, осенью или весной, обязательно вот эта вещь. Это просто что-то. Есть такие липы на липучках для для лунок. Ну, вот такая вот штуковина. Дома я засекал, когда первый раз ставил эту палатку, друзья. У меня ушло около получаса, чтобы я печку там зажег. То есть вот такие вот дела. Палатка у нас УП-2 мини, говорю еще раз. По-моему, стоит 20 с чем-то тысяч рублей, 25 что ли. Вот в таком вот чехле. Берег, Екатеринбург. Хариус вот такой вот у них на логотипе, крутой. Будет большой обзор потом этой палатки. Сейчас просто я вам показываю, как я ее использую. Вот такая вот. Весит, по-моему, что-то больше 10 килограмм. В комплекте колышки. Прорезинено это все. Очень круто. Так, это у нас дверь. Покажу, как это все делается. На фастексах вот такие стяжки. Не потеряй. Первый раз собирал, конечно, у меня трудности были. Я не изучал ничего. Так, где у нас вход? Ищем вход, заходим во вход. Вот он. У нас палатка тоже имеет пол. Ну и так теплый пол у нас еще в комплекте. Теплый пол гораздо больше, чем палатка. Ну не гораздо, на сантиметров на 20, наверное. Так, заходим. Да? Можно к вам? Заходим в палатку. Ищем, вход будет у нас туда. Ищем вот эту вот зонтичную систему. Берем в левую руку. Конечно, даже для меня, вот, ну, молодого, взрослого парня, как бы это, взрослого мужика, это как бы вызывает немножко такое, ну, серьезно, в общем, это. Сейчас посмотрим, как у меня получится второй раз. Можно, конечно, зайти туда. Так и сделаю. Оба! Оба! Все! Все, друзья. Первый раз я как курица лапой, а второй раз все круто. Блин, вот я уже хочу в ней прям спать лечь. Не забывайте, после ночной смены. Так. Не надо там сначала стрелять, ничего, потому что, ну, типа, там, примиряться. Потому что потом, после установки... Так. Вот так. Вот. У нас, объясняю, немножко под склон, но это очень круто. Тут будет гореть костер, а я буду такой... Там у меня будет жара, печка. Только единственное, что, знаете, еще... Не обращайте внимания на мои эмоции, это мне еще немножко страшновато. Первый раз спать в палатке, как бы, ну, вот так. Я, если честно, вот пару раз спал в палатке всего лишь, а один, по-моему, в лесу никогда не спал. Около костра спал только. Палатка как-то мне опасно. Так, вот я это поставил. Ну, сзади лес, но это остров, как бы. А для меня остров это такое не шибко опасное. Может быть, я ошибаюсь. Сегодня посмотрим. Так, немножко у нас под склон получилось, но я думаю, это не страшно. Вытаскиваем шток, собственно говоря, на котором была палатка. Все кладем сразу в сумку. Вот у нас сумка. Так, сразу же делаем дверь. Смотрите, я сначала боялся, думал, сломаю или еще что-то. Дверь делается элементарно. Так, если с первого дубля получится, вообще будет классно. Дверь делается элементарно. Оп, все. Дверь готова. Блин, это гениальная вещь. Это гениальная палатка. Вот я ее хвалю, еще не попробовавши, так сказать. Но это инновации, друзья. Это крутые вещи. И я рад, что я участвую в этом процессе. Так, где она тут? Мне помогала в прошлый раз сделать жена вот это вот. Крепить на двухстороннюю липучку. Она такая серьезная и прям захватывает. Но сейчас я это делаю один. И в принципе не вызывает у меня это каких-то там... Вот она. Немножко стоит как-то неуверенно, потому что под скос я ее... Гагара плавает. Я ее, друзья, ну, расклиню. Так, еще, я сначала, когда получил палатку, задумался, что же это такое. Это у нас для выносного тента штуки. Вот они. Они расклиниваются, пожалуйста, вот так вот ставят. Вороны летают. Вороны.
Они вот так вот ставятся. И вот этот вот тент, который здесь. Но я его не буду сейчас, наверное, устанавливать, потому что печь... Так, уже проблема. Вот здесь вот с этой стороны будет... Друзья, с этой стороны будет у нас печь. И дым-то у нас будет идти на дерево. Это не гоже. А с этой стороны пень не даст. Но нам надо буквально... Так, буквально сюда несколько, полметра как раз. Вот так вот сделаем. И, наверное, палатку туда сдвинем немножко. Да, так и сделаем. Вырвем растения, которые нам не нужны и которые... И, так, что у нас тут? Всякие ветки. Вот так нормально. Вот здесь будет труба. То есть, ну все отлично. Так, теперь. Вот теперь этого я не делал. Когда устанавливал палатку, посчитал, что не надо. Вот такой вот комплект веревок. Как кто-то сказал в обзоре, 50 метров их. Так, это у нас колышки. Ой, что это такое отвалилось? Так, вот в ремкомплекте вот эту штуку, она фиксирует нашу вот эту вот открывашку. Болты какие-то, гаечки. Вот, фиксирует нашу эту систему зонтичного открывания. Так, с трубой. Пока не растянули, сразу открывайте под трубу. Можете скатывать колбаску, можете не скатывать, но здесь если вот такие вот утяжки крепления, друзья, я вам потом все покажу. Я сейчас, это не обзор, я просто вам говорю, что я делаю и как это, сколько у меня времени занимает. Но я думаю, времени займет нормально, потому что я хочу все сделать качественно, все сделать классно. Так, это все, так, есть. Так, теперь колышки. Колышки. И вот в этих моделях новых, вот сейчас, 2020 года, есть вот такие вот вертыши. Вот. Ну а так арматурина вот такая вот прикольная. Так, сколько тут чего? Так, здесь одна интересная штука. Да, ну просто ее режешь, наверное, я так понимаю. Так, вот они оттяжки. Сразу не забываем сделать приток воздуха. Я очень боюсь, друзья. Не спал никогда в печке с палаткой. Вот. Вот тут вот такая штуковина, чтобы был приток воздуха. Но я еще окна пооткрываю. Ну, там такие вот. Таким вот макаром. В теплом полу есть отверстие для установки палатки. Так я понимаю? Да, она как бы растягивает. О, круто. Это я только сейчас узнал. Видите, по ходу. То есть палатка, она заставляет... Позволяет обучаться, как бы, ну, это несложно ее там собирать или еще что-то. Так, значит, теперь колышки. Их, наверное, хватит, чтобы все растянуть. Главное мне на них не споткнуться. Опа. Так, раз. Еще можно теплый пол делать, но мне этого не надо. Я так думаю. Узнаем потом. Эксперт такой, блин. Так, палатка растянута. Сейчас будем растягивать на вот такие вот оттяжки. Извините, что сдалека показываю, но еще раз объясняю. Не обзор это никакой. Веревка может быть любая. Тут никаких нету этих. Вот, смотрите. Оттяжки на 20%, где-то на 25% увеличивают объем внутренний. Ну и она не будет гулять, потому что здесь большие ветра. Друзья, здесь большие ветра, и это было бы проблемой. Если бы палатка... Ну, с оттяжками, да, с оттяжками, конечно, будет уходить больше. Но зато какой комфорт.
Какой комфорт. Так. Карабинчик сразу в палаточку. Оттяжки светятся, что если с фонариком выходишь, чтобы не зацепить. Сразу придумал лайфхак такой, что можно вот эту вот веревку, она хоть, конечно, и красочная, но чем-то ее может прокрасить или повесить на нее светоотражатель какие-то, чтобы не попасться. Потому что у кого-то есть привычка пошел дождик. Вот такая вот палатка, смотрите, какая она интересная, маленькая. Но я думаю, что даже зимой на двоих будет очень круто. Будет очень круто, вот друзья. Печь-камин обалденная, офигенная. Сейчас будем, ух ты, тяжеленькая, будем ставить, ну, наверное, килограмм 6 весит. Я уже ее проверял, поэтому она потеряла свой первозданный вид. Так, смотрите, это у нас термостойкий материал, под печку кладется и все окей. Раньше он был какой-то белый, весь у них полз, короче, ну, не очень было. Ну, говорю как есть. А сейчас печка у нас будет под дувалом к выходу. Конечно. Так. Датчик дыма. Всегда проверяем батарейку. Вот я нажимаю. Вот. Пикнуло, значит работает. Я думаю, разбудит любого. Так, датчик дыма. Вытаскиваем наши трубы. Труб. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 секций. Супер навороченный совок от фирмы Берег. Вот мне кажется, самое крутое из этого комплекта это совок. Вот самое вообще ништяковое. Так, снимаем экран. Снимаем экран первый и снимаем экран второй. Кто-то может скажет, зачем экран, который к печке снимать. Ну, чтобы был дополнительный свет. Люди применяют эти экраны как столик, как еще что-то, вот как зеркало можно даже, нифига себе. Какой я страшный, ё-моё. Нет, с этой печкой это, конечно, очень круто. Очень круто. Так, потом у нас в комплекте вот такая вот. Я уже говорил в другом обзоре, как у немцев было под магазины на МП-40. Этот подсумок. Вот такие вот ножки. 4 штучки. Сразу вам говорю. Когда транспортируете, лучше закручивайте барашки. Знаете, не оставляйте их готовые, чтобы там раз и они сразу же были откручены. Но потеряете, хотя ножки будут совершенно без барашек отлично работать. Но соблюдать технику безопасности все-таки тоже надо. Так. Круто у них. Ну, в общем, я так понял, что это серьезная фирма. Плюс столько обзоров у блогеров есть. Ну, значит, они занимаются рекламой. А еще лучше, они мнение слушают. Мнение людей. Вот такой вот козлик у нас получился. Слушают мнение людей и работают, так сказать, над ошибками. Так, ставим печь.
Ага. По крайней мере. Так, печка. Вот видите, внимательно. Тут вот такая вот травина прилипла. Вот с этой штукой внимательно, потому что будете топить, она отгорит и упадет, и прожгет палатку. Такие вот дела. Вот все вот эти вот вещи, все вот эти вот сумки, друзья, можно использовать в какой-то переноске, в чем-то. Карабин здесь носить, я не знаю, ну допустим, просто вот так даже. Так. Раскладушка раскладывается элементарно. Оп. 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 Все. Приходи, как говорится, в гости. Она и может выполнять функцию стола. Короче, очень классная вещь. Эти палки, они работают как фиксатор. Кстати, интересно. Первый раз, когда я ее собирал, она была гораздо такая жестче. Сейчас вот она... Ай, господи. Правильно. Не-не-не, все, так какое было, такое осталось. Просто я здесь не сделал. Вот, вот, она натяжку дает, всю конструкцию натягивает. Ну, в общем, делали это люди, знающие. Либо умные, либо которые сами не одну ночь поночевали. Вот она такая натяжка прям, как струна. Так, ну что, собственно говоря, заносим. Главное, смотрите, когда будете устанавливать, чтобы вот эти вот штуки были, не проткнули вам ничего. Как-то вот так вот, что ли? Ну, наверное, так. А может быть даже и... А может быть даже и вот так. Фух, так. Раскладушку поставили. Здесь будут ноги, их будет греть печь. В общем, очень круто. Здесь будет столик, либо здесь будет столик. Ну, в общем, такие интересные вещи. Вот это вот органайзеры такие. Я сейчас их местами поменяю, потому что там печь. Смотрите, друзья. Ты-дыш! Печь у нас стоит. Она у нас печь-камин. Вот так ко мне будет повернута и будет гореть. Раскладушка, органайзеры 3 штуки, спальник сейчас постелю. Ну и все, в принципе. Вот такие вот дела. Вот такая. Так, сейчас мы откроем окна. Так, здесь и... Вот, тут вообще классно.
Я проснулся еще в 5. Спал с печкой, все отлично, но единственное, что я 2 раза проворонил, ну то есть, получается, у меня было, ну 2 раза я поспал, 2 закладки дров было, и она работала потихоньку, мне вообще, я даже не от холода проснулся, а просто проснулся, ну и начал затапливать. Ночь была лучше, чем в избе, вот. Значит, идет дождь. Вот такая вот погода мерзкая. Сейчас мы откроем. Вот так вот я здесь спал. Ну, очень классно, конечно, спать. Это вообще супер. Вот такие вот дела. Ладно. Вот моя палаточка. Печка топится. Ташкент такой вообще. Ну хорошо, очень мне нравится. Окно открыто и всю ночь было открыто. Вот это, когда жарко, тоже открываешь. Вот так вот. Ну и это как бы первый слой ты открываешь. И вот печечка вот так. Грела меня всю ночь. Класс, конечно. Классная палатка. Очень классная. Очень советую всем. Ладно. Очень много места. Я думаю, что здесь поместится, ну, 3 человека поместится без раскладушки, без всяких столов. Чисто вот здесь, чтобы поспать, 3 человека зимой. Ну, там, какая вот разница? Такой вот органайзер сверху. С крючками. Все белое, красивое. Блин, аж вообще. Там у меня всякие вещи. Сейчас, кстати, их надо подоставать. Ну что, друзья, 3-й день. Печечка вот так у нас дымит. Я скажу вам, сегодня я спал вообще отлично. Я разгадал рецепт печки, секрет. Я 1 раз ночью просто забил, ну, перед сном забил печку. Где-то я лег около 9 часов, уже спал. Лег спать. И где-то в 1:30 я встал. То не от холода, а просто, ну, так получилось. Я встал, опять забил печку, ну и все. Котелочек. А что, она еще на ней готовить можно? Ну а что нельзя, она нержавейка, она махом. Здесь что-то просто это Можно пускай на сковородочке пожарить. А что? Только что ты? Он не затронулся уже. Офигеть. Это УП-2 мини. Есть больше. Есть куб вообще. Там люди прям живут там, знаешь, что прям. Чего такое? Нравится палатка, Никит? А тебе нравятся палатки? Классно, мои довольны. Да, вот так летом, да, куда угодно. И ни избы, ничего не надо. Угу. Ну, летом. Спать вообще круто, да. Да, Никит? Видишь, кора. Хотел бы здесь поспать в лесу? Кора только горит. Да? Поедем следующим летом. Мы запотели. Эй, ты что тут? Пригрелся?